Привет-привет! С вами Лиза Аленс, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Дракула. История любви. Одна из самых резонансных историй за последнее время. Кто-то считает ее худшей историей, кто-то обожает. Мнения настолько разнятся, что я решила сделать такое видео и вынести плюсы и минусы данной истории. Конечно, здесь будет больше мое мнение, мое восприятие. Ваше может отличаться, это совершенно нормально. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек и давайте поговорим. И первый плюс для меня – это ветки. Фавориты в этой истории все достаточно разные, и они все интересны. Можно выбрать спокойного Лео или же замкнутого закрытого Влада, а если не устраивает, то взбалмошного и необычного Ноя. Кстати, про ветки я хочу сделать отдельное видео, пожалуйста, напишите в комментариях, если для вас это будет интересно, плюсы и минусы каждого фаворита и ветки с ним соответственно. И также классно то, что среди фаворитов по факту нет реально токсиков, абьюзеров. Ну да, Мехмед с некоторым вопросительным знаком, наверное, будет, да? Но остальные персонажи, даже тот же Влад, который такой весь сложный из себя, такой постоянно ее качели устраивает эмоциональные, но все же в целом его нельзя назвать токсиком или абьюзером. Он скорее жертва обстоятельств, чем абьюзер, потому что какое-то либо реально поведение с целью навредить героине от него не было. И я считаю это классно, то есть фавориты можно проиграть действительно здоровые отношения, при том, что характеры у них крайне различаются. Но не обошлось, конечно, и без минусов. Ветка с Мехмедом и Хасаном – это просто расстройство, потому что когда ветка в настоящем начинается, реальная ветка, в 4 сезоне, да, с Мехмедом там было где-то с 3-го, да, в прошлом, и с Хасаном с 3-го, но ветка с призраком, извините, конечно, это очень странно. Я просто тогда ждала очень сильно появления Хасана, я прям Хасан, я уйду к Хасану, все. Потом уже ушла к Ное и уже никуда не уйду, конечно. И лично я, и как многие, я думаю, просто перегорела к тому моменту, когда Хасан появился в настоящем. 4-й сезон, но остался только 1 сезон. Его появление очень сильно ждали, и я ждала, например. И Мехмед тоже раньше 4-го в настоящем не появляется, поэтому в этом плане это конкретно минус, потому что, я думаю, многим также запал в душу Хасан, и Мехмед, я знаю, очень сильно популярен у многих в фандоме. И когда у тебя нет ветки по факту, и ты ждешь его в прошлом, ждешь его, призраком, это грустно. И еще, я не знаю, это минус или плюс, понятно, что тут для кого-то плюс, для кого-то минус, но ветка с Владом, она определенно, прям фаворитная, да, приоритетная. Сцен с ним определенно намного больше, чем с другими фаворитами. Понятно, что он центральная фигура истории, и уже более подробно про минусы ветки с Владом мы поговорим в видео про ветки. Но я тоже считаю, что вот в обзоре общем новеллы это скорее минус, потому что явно перетягивает одеяло на себя. И следующий плюс, который, можно сказать, вытекает из предыдущего, это сами сцены постельные и околопостельные, то, как они написаны, то, как идет взаимодействие. Я, например, основная у меня ветка с Ноя, но также у меня есть второе прохождение с Владом. И даже когда я играла с Владом, несмотря на то, что Влад не мой фаворит, да, мне просто с ним интересно, потому что, я знаю, что его много, и как-то он, действительно центральная фигура. Мне было очень интересно и комфортно читать, то есть это настолько красиво, это настолько классно. Это, опять же, мое восприятие, но и тут не без ложки дегтя. Сцена с Хасаном во время их прощания была, на мой взгляд, совершенно неуместна. И дело не в том, что она как-то плохо написана или что-то такое. Нет, все было красиво, но как-то было действительно неуместно, потому что, во-первых, Османская империя, а Лале в моем прохождении вообще волчица-одиночка, то есть у нее в целом там нет любовной линии в прошлом, там она с Мехмедом у меня и с Хасаном, вот как-то так. И понимаете, и ветка, и любовные отношения ее с призраком. Вот именно сам факт того, что она с призраком, если бы там был просто поцелуй, у меня не было бы никаких вопросов, он бы был уместнее, также бы показала вот это тонкое взаимодействие Хасана с героиней. Потому что то, что было вписано в сюжет, было не нужно. Без этого можно было обойтись.
Ну и так как следующий плюс и минус, соответственно, будет больше как мое восприятие, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал и запрещенная в России соцсеть тоже есть, поэтому заходите, там только все по КР, ну, в большей степени. Там общаемся, обсуждаем новости, достаточно интересно, я буду вам рада. Все ссылочки на мои контакты в описании. Ну и следующий плюс, это просто огромный стимул для меня проходить эту новеллу, потому что если бы не он, наверное, я бы вообще забросила Дил. Это ветка с Ноя. И не столько ветка с Ноя, сколько сам персонаж по имени Ноя, который настолько харизматичен, настолько интересен, что в последнее время просто считаю, что тянет на себе всю новеллу. Потому что он какой-то непредсказуемый, харизматичный, с ним реально очень интересно играть. И у меня, в принципе, получилось так, что я ушла на ветку с Ноя, когда у меня что-то была ветка с Владом, ветка с Лео. Я реально перепробовала уже все ветки, и поэтому у меня будет видео про ветки. Я реально в них разбираюсь, потому что я играла. Он просто как-то разбавляет это все иногда тягомотину, каким-то юмором, непредсказуемостью. И я реально ушла на ветку с Ноя, когда поймала себя на мысли, что я жду появления второстепенного персонажа больше, чем фаворита. Ну и тогда просто переиграла. И не пожалела об этом ни разу. Поэтому сейчас в основном я жду обновы Дил, прям реально жду, иду их проходить одним из первых. И в целом отношусь лояльнее к этой истории из-за того, что у меня прям фаворит такой прям мощный. Но и тут не обошлось без ложки дегтя. Потому что, начиная с 3-го сезона, когда Ной ушел в Адитумы, началась какая-то дичь по ветке с ним, то есть это пошли какие-то эмоциональные качели, хлеще, чем у Влада, какие-то их странные взаимодействия, то он ее девушкой своей называет, ревнует к каждому столбу, то говорит, что они никто друг другу, в общем, очень все странно, непонятно, и немножечко у меня уже градус интереса к персонажу и моя лояльность стали чуть-чуть падать. Если раньше я там оценила бы Ноя на 10 с плюсом и прям вообще все фаворит, ну сейчас уже 8 где-то. Но прежде чем мы перейдем к самому такому, наверное, глобальному минусу, ну и плюсу тоже, но все-таки минусу больше, чем плюсу, я думаю, вы догадываетесь, к какому. Я хочу сказать спасибо большое за поддержку спонсоров этого видео, и также те, кто захочет поддержать мой канал материально, вы можете это сделать либо на ВК Донат, либо на Бусти, либо посредством перевода на карту. Все ссылки есть в описании. Те, кто оформит подписку на ВК Донат, либо на Бусти, получат бонусом от меня эксклюзивные материалы, бэкстейджи, ранние публикации, ну, различные прочные плюшки. Я буду очень признательна за вашу поддержку, потому что на создание видео уходит огромное количество сил и времени, и маленькому каналу без спонсорства выжить очень сложно. Все спонсоры будут указаны в будущих видео. И мы переходим к последнему плюсу и минусу. Это сюжет. Сюжет в целом истории я оцениваю плюсом, потому что он интересен, он повествователен. Лично мне очень понравились сцены хождения в темный мир. Это было так интересно, это было немного необычно. И я делала также видео по краткому содержанию Дил. И, честно говоря, я удивилась, насколько там много событий, когда ты проходишь это все залпом. Тоже посмотрите, я оставлю вам где-нибудь здесь напоминание. Очень классная сцена с Османской империей, и я честно скажу, я вообще вот эту тему Турции не любила, но когда ты втягиваешься, ты погружаешься, уже привыкаешь к персонажам. Вот сейчас, например, мне уже стала интересна история Турции, ну, в целом Османской империи, потому что это было совершенно не моя тема, я, терпеть не могла, правда. И еще в плюс я могу сказать слог автора в целом, то есть читать то, что пишет Вероника, лично мне очень приятно, очень комфортно. Я ранее говорила уже, да, про то, что сцены постельные красиво написаны, ну и в целом сюжет, вот саму стиль повествования, слог, мне очень нравится, как она пишет. Далее переходим к минусам, опять же, сюжетным. Я считаю просто колоссальным занудством сюжетку с Агнеш. Это было просто очень тяжело читать. Я помню, я читала, я засыпала, при том, что я ждала эту обнову. Ты ждешь эту обнову, а в результате у тебя полсерии это Агнеш с Шатетом. И это было настолько затянуто, настолько много, настолько уже надоело своими рассказами. Ну, то есть мне прям захотелось это вынести в отдельный минус. Ну, для меня, конечно, лично. И самый последний и самый большой минус для всех — это затянутость и редкие обновы. При том, что я не могу сказать, что новелла в целом затянута, да, и прям вот растянули ее, а то, что
Она выходит уже больше 2 лет, уже почти 3 года она скоро будет выходить. Я помню, я пришла в фандом в 2020 году, примерно в сентябре, и уже было 2 обновы дел. То есть там серии 5 где-то было тогда. То есть она реально сейчас выходит 2,5 года, и она еще, судя по тому, что обновы выходят раз там в 2, а то и в 4 месяца одна серия, оно еще очень долго будет выходить. И тут я не могу сказать, что там автор плохая какая-то, да. То есть я не хочу винить саму Веронику, потому что там мы же не знаем условий ее работы. Возможно, она на частичной занятости. И тогда логично, что у нее есть договор, что она вот такое количество серий пишет в такое количество месяцев. Тогда это нормально, к ней нет таких вопросов в плане ее трудового соглашения. Но как читателю, который, не хочет вникать в какие-то рабочие моменты, да, как у них там все организовано, просто забываешь сюжет. То есть помнить реальный сюжет дел сложно, поэтому как раз я сделала видео по краткому пересказу, как раз для тех, кто уже устал следить, забывает, забросил, чтобы вот так залпом посмотреть, что там вообще происходит, или хотя бы вспомнить. И, конечно, интерес угасает. У меня тоже был период, я вообще забрасывала Дил во 2 сезоне, в середине. Я 2 обновы помню, вообще даже 3, наверное, обновы не проходила. Потом прошла залпом, и ничего, вроде разошлось. Так что да, я считаю это проблемой, потому что просто все забывают, что вообще происходило. И когда ты читаешь одну серию, тебе кажется, что за эту серию ничего не произошло. Но когда я собирала материал, да, как я уже говорила, для краткого пересказа, там просто охренеть, сколько всего происходит. Вот такой у меня получился рейтинг плюсов и минусов новеллы Дракула «Историю любви». Пожалуйста, пишите в комментариях, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, какие-то, может быть, моменты я упустила, или которые для вас более критичны, пожалуйста, тоже пишите. Я, несмотря ни на что, все равно люблю эту новеллу, жду ее. Знаете, как мама, наверное, любит своего неидеального ребенка, но она все равно его любит. Вот у меня, наверное, такое же отношение к этой истории, какое-то все равно теплое к ней. Я не считаю ее откровенно плохой, как некоторые говорят, слитой, но, как и многие истории, не без косяков. Да в целом, какая история вообще идеальна. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и я буду рада, если вы в комментариях напишите, хотели бы вы подобный разбор по другим новеллам. Если да, то напишите по каким. На этом у меня все. Обнимаю, пока-пока.